Здравствуйте, уважаемые друзья-подписчики! Здесь для тех, кто хочет посмотреть гороскоп. Я хочу сказать, что все 12 знаков представлены в вашей натальной карте. Я советую смотреть мои гороскопы вот каким образом. По Солнцу главные советы, а все остальные гороскопы смотреть как дополнительные подсказки. Но вы хозяин-барин, вы, конечно, выбираете, что делать. А я для вас буду раскладывать карты. Если вы относите себя по Солнцу, или по асценденту, по Луне, или по другим признакам к знаку зодиака Близнецы, то первый расклад будет для вас, а второй расклад будет для тех, кто относит себя к знаку зодиака Рак. Я хочу тоже сказать, что вы можете чувствовать себя, например, как Близнецы. И это связано с тем, что что-то в вашей натальной карте есть такого, где нужно активировать этот знак, потому что все 12 знаков задействованы обязательно в карте у каждого человека. Но я буду незамедлительно приступать к раскладам. Уважаемые друзья, первый расклад мы будем делать на картах вот этих белых котов. И для знака Близнецы сейчас я начну раскладывать, а вас приглашаю устроиться так, чтобы вам было удобно и ничего вам не мешало. Уважаемые друзья, вот здесь на картах белых котов, это интуитивное таро, а мы посмотрим, что у вас на пороге. Что будет в вашей жизни, а вы еще не знаете. Знаете, что будет? На дне колоды король Пентаклей. Король Пентаклей и карта Chariot. Так что очень быстро движется к вам король любви. Мужчина, который сделает вас счастливой. Но это только начало, как такой анонс. Да? А сейчас я буду делать расклад для вас на старинный манер. Очень красивый манер. Сейчас вам объясню, как будет дело идти. А здесь будет 5 позиций. И эти 5 позиций будут отвечать на разные вопросы в вашей жизни. Первая позиция стучит. Что стучит в вашу жизнь? Стучит, как Христос сказал, я стучусь, а вы откроете. То есть откройте себя для новой жизни, для жизни в любви. Стучит. Вторая позиция гремит. То есть вот уже вот-вот будет. А третья позиция на пороге стоит. Вот уже стоит на пороге и ждет, когда вы откроете дверь и начнете проживать счастье. Четвертая позиция, что дверь откроет. Даже если вы вот медлите, боитесь, это новое откроет в вашу жизнь дверь, то есть что дверь откроет. И еще одна позиция, что сердце успокоит. Я буду брать на каждую позицию по 3 карты. Стучит, следующие 3 карты гремит. На пороге стоит, дверь откроет и сердце успокоит. Давайте будем смотреть. Первая позиция, то, что будет, но к этому нужно еще прийти, то есть стучит. Это замечательно. Во-первых, карта «Мир». Она говорит, что наконец-то будет мир между вами и вашими родными, близкими или на работе, там, где были неприятности, вы здесь вообще ни при чем, просто вас вовлекли люди в чужую игру, такое может быть. Или это может быть карта «Мир», говорит о том, что наконец-то вы будете в мире с самим собой, со своей внешностью, со своими мыслями, со своими эмоциями. Или в мире с любимым человеком, в мире со своей работой. Что такое в мире с работой? Это когда работа в кайф, мы бы ее делали даже без денег. Это вот такая работа. То есть что-то очень хорошее стучит в вашу жизнь. Следующая карта, 5 Пентаклей, говорит, что наконец уйдет безденежье, потому что она компонуется с началом денег. Туз Пентаклей – это начало денег. 5 Пентаклей показывает, что, может быть, некоторые, кто меня сейчас смотрит, нуждаются в помощи, у вас нет денег, плохо платили на работе, или же то место, где вы работали, не приносило вам хороший доход. И туз Пентаклей – это новые прибыли. Новая прибыль, которая уберет вот этот страх бедности, это безденежье, что на быт, на простые такие дела ежедневные не хватало денег. Теперь уже будет все по-другому. Целый мир откроется, может быть, для бизнеса. Интернет, конечно, теперь уже все, даже самые локальные бизнесы, они тоже имеют выход на весь мир, на интернет. Так что, может быть, мир это то, что вы будете заниматься чем-то, что будет людям нужно по всему миру, и люди будут вам хорошо платить, но у вас здесь четко есть возможность хорошо заработать.
Гремит, вот эта позиция гремит. И я здесь вижу то, что вы, многие из вас, стояли перед выбором долго, не могли выбрать что-то. Может быть, кто-то не мог выбрать мужчину, кто-то другой нравится. Такое очень часто бывает. Или вы не могли выбрать, чем заниматься, как профессии. Может, вы не могли выбрать, где жить, в каком городе или на какой улице, чтобы дом купить или снимать жилье. Вы долго стояли перед выбором, и иногда вы забывали о том, что напоминает вам карты. Восьмерка чаш говорит: знаете, чтобы сделать правильный выбор, нужно оглянуться на прошлое и посмотреть, что там было не так, и его утихомирить. Сделать так, чтобы какие-то хвосты подтянуть, да, может быть, хвосты в образовании, что-то еще почитать по профессии, может быть, хвосты в том, чтобы собой украсить мир. Вы и так красивы, но вы как-то не считаете себя красивой и не украшаете собой мир по той причине, что не верите в себя. Либо же подправить свое прошлое, может быть, с кем-то поссорились, сказать, знаешь, даже сказать можно его не видеть, этого человека, что, знаешь, мы с тобой расходимся во мнении, но я на тебя больше не злюсь, у меня нет желания тратить свою жизнь на вот эти отрицательные эмоции, они мне не помогают жить. То есть восьмерка чаш, когда вы идете дальше по жизни, с осознанием того, что было все нормально раньше, что вы делали правильный выбор, что все идет своим чередом. Еще одна из самых любимых карт здесь — это карта The Hermit или же Отшельник. Вот она очень красивая. Здесь идет речь о латерне, в которой вот свет вашего ума, да, и стучит, гремит. Что гремит? Что вот-вот скоро будет, что вы знаете, начнете мудро смотреть на жизнь, знаете, свой тайный смысл доверят мне предметы. Вы поймете смысл добра и зла, смысл солнца и луны, смысл тени и теневого я, и вот такого я, который вы видите и другие видят в вас. Это очень хорошая карта, когда она сочетается с восьмеркой чаш. Именно мудрость придет после того, как вы поймете, что нужно отпустить, что нужно, какой проект отпустить из вашего прошлого, а какой можно и продолжать, чтобы добиться в нем успеха. Когда я говорю о проекте, это имеется в виду не только проект на работе, но также это могут быть проекты любовные, проекты семейные, личностные какие-то дела. То есть гремит то, что очень скоро вы примете решение, этот выбор, вы пройдете это решение, и вот вы примете решение, больше сомневаться не будете, больше не будете себя все время допрашивать, как у Мюллера на допросе, да, правильно я иду, неправильно я иду, будете просто идти по жизни, а жизнь — это путь. И сама судьба корректирует нас. Нет такого, знаете, пути твердого, а есть гибкий путь. Сегодня вы решили так делать, завтра чуть-чуть подкорректируете, если вы увидите, что где-то вы сдвинулись в неправильном направлении. То есть я бы сказала, что карта Отшельник говорит, что будет приходить изнутри ощущение, я же умный человек, я все сделаю правильно, так как нужно, и не буду думать, что там я сделала ошибку, потому что в тот момент, когда вы якобы, по вашему мнению, сделали ошибку, вы сделали самую лучшую работу, которую могли, и нужно отпустить это. Отшельник, он для того и уходит где-то в пустыню, имеется в виду пустыня, там, где нет побочных людей или явлений, или же обстоятельств, которые мешают человеку сконцентрироваться на своем личном пути. В принципе, можно отшельником быть и в шумном городе, и где угодно, когда вы погружаетесь в себя и знаете, что координируете каждый свой поступок, каждую свою встречу с другим человеком с ощущением, надо мне это или нет, дает мне это энергию или забирает. Отшельник всегда это проверяет. И он, вот видите, имеет этот внутренний свет, который ему говорит. Свет — это, знаете, как Мари Кондо. Есть такая книга, она очень знаменитая, «Искусство расхламления». Да? Я когда-то занималась этим сама. Хочу просто пример привести. Она говорит, что каждую вещь нужно брать в руки, и вот она вам дает ощущение. Ну, японцы верят, что даже вещи, нематериальные вещи, как, например, блуза или кресло, они тоже имеют душу. И когда ты берешь любую вещь в руки, она с тобой разговаривает, дает ощущение, приносит радость или нет. Приносит радость, когда, знаете, мышцы как бы поднимаются, окситоцин появляется, гормон радости. А когда не приносит радости, так мышцы падают. Да? Ой, зачем мне это?
То есть каждое действие свое нужно соизмерять. Я не имею в виду здесь с вещами. Соизмерять с этим ощущением, нравится, не нравится, хочу, не хочу, дает мне окситоцин или наоборот понижает. Понижать иммунитет может то, что мы не любим, а все равно тянем на себе. Стучит, гремит. Гремит то, что вы откажетесь от того, что вы тянете на себе, и вам это не нужно. Вы его отбросите и правильно сделаете. На пороге стоит следующая позиция. Что у вас стоит на пороге? Смотрите, здесь вот такая карта. Это мужчина. Это очень хорошая карта. Может быть, для вас будет мужчина, который будет очень вас любить, потому что это королева чаш. Она говорит, что найдется человек, который оценит ваш характер, даже пусть другие считают его не таким, как нужно. Вы не обращайте внимания, что другие о вас говорят. Другие всегда видят то, что они не хотят замечать в себе, потому что критика – это критический ум наш, он так сделан, что мы критически подходим ко всему. И иногда, когда мы вот по отшельнику не живем, а позволяем так жизни распоряжаться нами, мы сами не управляем своей жизнью, тогда получается, что мы начинаем в этом человеке это не нравится, в том не нравится. А на самом деле это то, что в самих нас себе не нравится, но мы сами себе это закрываем туда дверь и не хотим это видеть. Так что если кто-то вами недоволен, это вас вообще не касается ни по большому, ни по маленькому. И здесь королева чаш – это женщина, которую любят. Вот что у вас на пороге стоит. И будет радость, тройка чаш. Кто-то признается в любви, кто-то придет на свидание, кто-то скажет, что без вас жить не может, что вы вот какая есть нравитесь, и больше ничего не нужно менять. И нужно просто жить. И все. А дальше долгая и счастливая жизнь. Потому что тройка пентаклей тоже об этом. Здесь две тройки. Тройка пентаклей – это когда творчество происходит, и рождаются идеи, рождаются деньги, рождаются встречи, рождается прибыль, интересная работа. И прибыль – это не сама цель. Цель на самом деле с кайфом время проводить, делать то, что вам в кайф, а деньги – это тоже побочное явление. Заметим, хорошее побочное явление. Так что две тройки говорят о творческом решении того, что вас сейчас, в данный момент, заботит. А тройка чаш о любви. Для королевы любви любовные встречи. Это даже может быть тот человек, с которым вы живете, может, давно очень живете, но как-то потеряли ориентир любви, потому что бытовая жизнь, или же, знаете, теперь все так изолированные люди, и от того, что мы сами от себя часто бываем изолированы, потому что изолированы тоже друг от друга. Здесь намек вам на то, на пороге стоит то, что вы не будете от себя изолированы. Вот с этого нужно начинать, пожалуй. И тогда у вас будут контакты и любовные, и деловые, очень даже приличные контакты. Люди захотят с вами иметь дело. Это самое главное. Понимаете? Это самое главное, это я вам гарантирую. Итак, что дверь откроет? И знаете, вот эта позиция, она интересная. Потому что иногда мы не хотим дверь открывать, мы думаем, да не буду ничего менять, хорошо как есть. Но застоя не бывает в природе. Это искусственно придуманный человеком такой термин застой. Мол, так все хорошо, пусть так и будет. В природе так, все движется в какую-то сторону, в какую-то из сторон. И если мы не сознательно не идем вперед, мы как бы slide down, мы бессознательно скатываемся. Например, окей, я сегодня встала с постели, у меня сегодня не будет ни одной встречи, ну зачем мне хорошо одеваться, да? Или, например, сегодня я встала, я знаю, что у меня есть торт после вчерашнего, я его съем на завтрак. Это легкое решение, а трудное решение пригласить соседа и съесть с ним торт вместе, вам достанется в половину меньше. Но это я пример привожу. То есть то, что дверь откроет вашу жизнь, для вас, если вы сопротивляетесь жизни, а мы все сопротивляемся жизни, особенно с возрастом приходит такое понимание, знаете, но это естественное понимание с возрастом, что я все знаю уже, что мне делать дальше. И мы должны знать, отгонять от себя эту мысль, мы ничего не знаем. Мы наоборот, каждый день, нам интересно, каждый день новый азарт должен быть к жизни. Итак, четверка чаш – это то, что дверь сама откроет. Откроет любовь, четверка чаш – это любовь, новая любовь. Это вам сам Творец даст новые возможности, даст вам нового человека, новую любовь. И потому что вы
давно готовы к этому. По четверке чаш вы давно готовы к этому, и поэтому вам судьба даст нового человека или новые opportunity, новые возможности. А здесь также карта императора вышла. Самое лучшее по отношению мужчин, потому что мужчина-император тот, который у руля. На самом деле и мы, женщины, тоже должны быть у руля в своей жизни. Вы можете быть представлены этим императором. Это означает, что у вас пойдет вверх карьера, вы добьетесь славы, почета, уважения заказчиков и людей, с которыми вы работаете, коллег. А также достойный мужчина появится в вашей жизни. Вы знаете, обижают тех, кто сами себя обижают. А если мы достойно к себе относимся, к нам весь мир будет достойно относиться. Это мы будем просто замечать. А недостойного к себе отношения, да, его тоже будет полно. Это больные люди, и просто не будем замечать. И тогда жизнь будет райская, прекрасная. Пятерка жезлов говорит о какой-то борьбе, и вы боитесь этой борьбы. Может, это борьба, нечестная конкуренция. Что такое нечестная конкуренция? Ну, когда человек за ваш счет хочет возвыситься, да, украсть у вас идею, понизить ваше достоинство, оскорбив вас, сплетничая о вас, таким образом думая, что он продаст свой товар лучше. То есть нечестная конкуренция, но ее полно, потому что очень много больных психически ненормальных людей. А стоит ли на нее реагировать? Нет. Потому что хорошо говорят, только хорошо говорят, знаете о ком. Да, о тех, кто уже не живой, правильно. А о тех, кто живой, говорят по-всякому. Так что не бойтесь ничего абсолютно. Конкуренция вот по пятерке жезлов, она, знаете, такая более-менее здоровая. То есть вы, может быть, и боитесь конкуренции, поэтому не делайте каких-то отчаянных таких поступков, но кажется отчаянных, в смысле смелых, да? Смелых поступков в делах, в бизнесе, в работе, в карьере. А на самом деле делайте смелые поступки. Знаете, что всегда лучше сделать, чем нет. Потому что вас ждет император, слава, почет. Героя ждет почет. Помните, это из Аиды Верди. Вот, красивый очень хор там есть такой. Героя ждет почет. И вы герой, вас ждет почет. И вас ждет новая любовь. По четверке чаш вас ждет новая любовь. Извините, что если... я не извиняюсь, я хочу сказать, что я читаю живые каналы карт. Так карты со мной взаимодействуют. И если какой-то пример живой, это только чтобы лучше объяснить карту. А здесь, чем сердце успокоится, старинная выкладка, я очень давно делаю, чем сердце успокоится. Смотрите, чем ваше сердечко любимое успокоится. Карта Иерофант. То есть и тайный смысл откроют вам предметы. У кого-то Мандельштам, по-моему, очень красивая, да, очень красиво. Очень красиво. Это карта Иерофант. И действительно, Иерофант – это человек вдумчивый, глубокий, это вы или ваш любимый, или вообще ваша жизнь такая, какая-то полна смысла, да, и вы понимаете вообще жизнь. И вам открывается именно секрет вот этого изобилия, называется The Secret. Это было популярно, по-моему, в 90-е годы, да, такое направление The Secret, как открыть секрет изобилия. Но мы всегда на пути, мы все на пути, каждый день открывает свой новый секрет изобилия. Нет конечного ответа на такие вопросы. Что еще на пороге стоит, это карта The Chariot, и очень важная карта, потому что на пороге идут перемены, быстрые перемены. И вам нужно знать, что к ним нельзя подготовиться. Нужно просто быть любознательным, открыть свой ум. А Иерофант, он чем открывает? У него умный ум. Человек, который грамотный, умный. Знаете, стыдно не знать, стыдно не хотеть знать, не желать обучаться. Иерофант всегда обучается. Знаете, есть люди, которые закончили там университет, им уже лет 60, и они всем рассказывают, что у них там есть диплом. Но если диплом человек получил 20 лет, 40, 30 лет назад, это уже не диплом, тем более, технологический, вообще любой. Почему? Потому что диплом мы никогда не заканчиваем, мы должны обучаться, не должны, но это классно, все время обучаться, что-то новое узнавать каждый день. А человек, который когда-то чему-то обучался и хочет нам показать свою корочку, зачем он это делает? Наверное, чтобы самоутвердиться за наш счет. Что мы будем говорить, а я вот это закончил, это было бы смешно. Обычно это вызывает только снисходительную улыбку. Иерофант вместе с колесницей говорит, новые знания будут приходить. Теперь век информации, теперь век новых знаний. Теперь время, когда каждый человек, он знает, что information is at your fingertips. Вы можете получить информацию
по любому предмету каждый может получить. Нет тайной информации, как было во времена алхимии. Это тайный язык эзотерический, он был специально такой странный, запутанный, чтобы люди, ну, да, другие его не узнали, и не стало это для всех популярно. Или, например, даже сейчас век прозрачности, транспарантности. Я говорила о транспарантности годами, а вот теперь прочла, у меня в комментариях кто-то написал прозрачность, это правильный перевод. Действительно, век тогда, когда нет централизованного мнения, да, вот эта журналистика централизована, она уже умерла. Есть понимание, у каждого есть телефон, каждый может заснять то или другое событие, и человек сам сделает выводы, что он об этом думает. Централизованное понимание – это для рабов. Вот мы тебе покажем события и скажем, что мы об этом думаем, а ты должен тоже так же думать. Теперь время вот прозрачности, когда каждый человек сам решит, что он думает о том и другом событии. Нам нужны просто голые факты, правда? Это такое интересное время голых фактов, время... Ну, я скажу, хоть и многие скажут, что, может быть, не стоило, но все-таки скажу. Понимаете, блокчейн technology, это технология блокчейн. Кто-то знает, как это, как биткоин. Биткоин это лишь только валюта этой технологии. Это сама идея прозрачности, когда нет централизованных денег. У этого человека, у этого есть, и мы можем посмотреть на него, не взять сведения о нем где-то там в Белом доме или еще где-то на Красной площади, а мы получаем сведения об этом человеке, которые для всех доступны, и они не централизованы, никто ими не управляет. То есть это время транспарантности, время открытости информации, и каждый решает, что ему с этой информацией делать. Иерофант и колесница как раз об этом. Информация очень быстро идет, информация очень быстро меняется, каждую минуту меняется, нет статичного понимания отношения к одному событию или к другому, есть постоянные перемены. И когда мы это осознаем, постоянные перемены, мы начинаем идти в ногу с этим быстрым временем. Нам интересно, колесница, быстрое время, и иерофант – это понимание времени как чего-то свежего, нового, свежий ветер, перемены, радость, счастье. Мы боимся нового, мы боимся, для нас как бы счастье, вот как было, лишь бы тихонечко, чтобы ничего не вышло. Теперь уже не это время, все, вы забудьте об тихонечко. Думайте, think big, думайте, что вы титан, и у вас, вы будете титан, наверняка все люди титаны, все люди иерофанты и все такое. А вот тройка жезлов как раз пересказывает то, что я только что сказала, потому что жезлы – это энергия для жизни, обновление. И вот это то, что у вас будет. Обновление ваших мыслей, обновление ваших дел, обновление вашего образования, обновление ваших желаний. Каждый день они новые, другие. И если мы будем делать то, что мы желали вчера, ушел момент, да. Например, вчера очень хотелось съесть то-то и то-то. То есть организм был готов это переварить. Вот это желание все, вы думаете, что это все ерунда, это не ерунда. Мы должны свои желания относительно себя выполнять, а не относительно других человек, людей. Мы не можем наверняка знать, что хочет другой человек. Но мы можем, если будем работать над этим, выработать такую практику, знать, чего я хочу. Ну, вот вчера было желание сделать вот это. Моментально надо делать нельзя, как Скарлетт О'Хара, я подумаю об этом завтра. Можно подумать завтра о том, что вас напрягает, сказать, да, я съем это завтра, если хочется чипсов или хочется хамбургер. Я съем это завтра, съем завтра большой королевский king хамбургер, королевский гамбургер. Я вам гарантирую, что завтра вам этого гамбургера не захочется. Почему не захочется? Потому что уйдет момент. Поэтому, что касается чего-то, что для вас вредно, можно сказать, да я подумаю об этом завтра, я сделаю это завтра. А то, что для вас полезно, в моменте нужно делать, желать и выполнять свои желания в моменте. Когда мы выполняем свои желания в моменте, высшие силы, ангелы, они с нами, они хотят помочь нам выполнить это желание. Вы поняли, да? Я могу сейчас еще целый час читать эти карты, но я хочу сказать, что вот это очень важное знание, которое я получила, читая живой канал карт, и вам, как могла, это все рассказала. А каждый человек услышит то, что ему именно нужно в моменте услышать, если, конечно, у него есть уши, чтобы услышать.
такая вещь. А я хочу сказать, что расклад вам на пользу, на счастье, и расклад намекает, и он дает почву к размышлению, и он дает стимул к действию, а добрым девицам и добрым молодцам урок, если вы позволите расклад вам помочь. Вот такая важная информация была для вас, дорогие. Я вас очень люблю и желаю вам счастья. Я знаю, что мы обязательно еще с вами встретимся. Потому что беседа с лучшим другом, с честным человеком, это дорогого стоит. Я ничего у вас не беру и ничего никому не должна, я не принимаю лично, поэтому это не реклама моих услуг. Я делаю расклады, потому что верю, что они могут помочь. Всем добра, счастья, любви и до новых встреч. Пока, друзья. Приветствую вас, уважаемые друзья. Здесь будет для вас расклад на картах Ленорман, лиловые вишневые сумерки, и мы посмотрим для знака зодиака Рак. Если это ваш знак по Солнцу, асценденту, Луне или другим признакам. Вот будут главные подсказки здесь. А нужно знать, что все знаки есть у вас обязательно в гороскопе. И если даже в каком-то знаке нет вообще никаких планет, я вам как профессиональный астролог говорю, эту область вашей жизни нужно, наоборот, к ней нужно особое внимание уделить, чтобы быть, как сказать, гармоничным человеком, да, пропорционально развивать все сферы жизни. Так что рекомендую всем смотреть этот расклад. Привет, уважаемые друзья! Здесь расклад на тему «Стучит, гремит, дверь откроет, сердце успокоит». И я буду делать на самом деле 5 позиций: что стучит, что гремит, что дверь откроет, что на пороге стоит и что сердце успокоит. Это будет 5 позиций расклада, и он обязательно вам покажет то, что вам нужно услышать. Каждый человек услышит что-то свое. И расклад отыгрывается как, например, я пример только привожу, может быть, кого-то шокирует, но это все-таки пример. Как икона Богоматери в храме. Икона одна, точно так же, как и карта универсальная одна, правда? А приходят разные люди, рассказывают иконе свои беды, свои чаяния. Извините, это была почта, почтальон бросает через щель, поэтому громко. Так вот, икона помогает разным людям по-разному. И поэтому универсальная карта, ваша история, даже если вы будете смотреть то же самое видео в разное время, оно по-разному будет вам открываться, и вы по-разному будете слышать мои слова, вот по этой причине. А я сейчас начну раскладывать для вас. Ну вот, девочки и мальчики всех возрастов. Карты Ленорман, самые любимые вишневые и лиловые сумерки. У меня здесь есть разделение, потому что колода раздельная. Но я сейчас ее сделаю цельной. Стучит, гремит, на пороге стоит. Что дверь откроет и что сердце успокоит. Очень красивая старинная выкладка. Я буду брать по 3 карты на каждую позицию. И предлагаю вам, конечно, загадать себя, свою жизнь. Вы обязательно услышите то, что именно вам нужно. Каждый услышит свое. Универсальная карта как хлебушек универсальный. Как хлебушек универсальный. Смотрите, эти карты сами перевернулись. И гармония в том, чтобы отказаться от прошлых обид. Но это мы сами знаем, карты просто помогают это еще раз повторить. Знаете, это как в церкви. Ведь чтения повторяются каждые 3 года одни и те же. Чтение Евангелия и Старого Завета. А почему? Да потому что, когда мы каждый раз его слышим, те же самые слова, каждый раз мы понимаем это по-новому. Это магия жизни. Вот, поэтому так. А я сейчас начинаю. Вот я подснимаю. И вот эти 3 карты покажут, что в вашу жизнь стучит. То есть то, что будет, но будет немножко позже. А вторая позиция, я возьму 3 карты. То, что гремит, то, что будет вот-вот. А вот это, что на пороге стоит. То есть нужно это увидеть как данность, на пороге стоит. А следующая позиция, что дверь откроет. Вот само дверь откроет. Даже если мы не хотим дверь открывать, дверь откроется. Иногда мы для счастья не хотим дверь открывать. Что дверь откроет, и еще одна позиция, что сердце успокоит. Вот эти 3 карты, что сердце успокоит. Давайте будем начинать работать. Все готово. Что стучит в вашу жизнь? Мужчина стучит в вашу жизнь.
Я просто в восторге. Встреча с мужчиной, всадник, мужчина, и он смотрит на букет, на вашу красоту, на свидание с вами. Стучит в вашу жизнь встреча с мужчиной. Если у вас нет отношений, это встреча с человеком, который будет вас любить. Если у вас есть отношения, это примирение. Стучит в вашу жизнь радость, ощущение счастья, встреча с мужчиной. Стучит в вашу жизнь хорошая новость, потому что всадник – это всегда хорошие новости. В вашу жизнь входит какая-то мужская энергия добра, помощи, заботы. Вас кто-то будет оберегать, любить, вам кто-то поможет. Стучит ваша молодость, красота в любом возрасте. Девочки, не бывает людей некрасивых. И возраст – это не означает, что человек хуже чем-то. Наоборот, с каким обожанием мы смотрим на деревья, которые уже старше. Это удивительно, это удивительно. У нас, например, здесь, где я живу, если дерево даже сделало дырку у вас в вашем фундаменте, вы не имеете права его срубить, если оно на вашем участке стоит, если оно в диаметре больше, чем 20 сантиметров. То есть, чем старше дерево, тем оно важнее, тем оно красивее, тем оно интереснее. По этой причине я бы сказала, что независимо от возраста, карта букет говорит о омоложении вашего организма. Мужчина в восторге от вас, независимо от возраста. У меня была знакомая когда-то, коллега, я руководила хором, таким хором городским, да, у меня много было разных работ, а она аккомпанировала мне, она как бы была моим подчиненным, можно сказать. Ей было 90 лет, и в 90 лет она, во-первых, играла Шопена еще, пальцы были все у нее покручены, но она играла Шопена этими пальцами удивительно неплохо. И она познакомилась с мужчиной, который был моего возраста, а мне тогда было лет 45. И у них был такой тандем, он как раз развелся с женой, он к ней каждый день ходил, они играли дуэтом. И она как бы воспряла духом, она стала моложе сразу. Естественно, разница в возрасте 90 и 45, что-то появилось, у нее смысл жизни появился. Ее дети были против, страшно этого всего. Но я в другом месте, может, расскажу больше об этом. К чему я веду это все? Что любовь, да, действительно, любви все возрасты покорные, это понятно. Любовь, она должна быть у человека в любом возрасте. Тогда вырабатывается окситоцин, гормон радости, и цветы, букет, карта букет, это гормон радости, который будет у вас вырабатываться. Гормон радости дает сильный иммунитет, такой сексуальный гормон или просто гормон радости. Вот это будет у вас стучит. Что гремит в вашу жизнь, то есть скоро-скоро вот-вот будет. Очищение организма, и я вижу карта метла вместе с картой сад. То есть сад – это ваше общество, где вы живете, вы избавитесь от каких-то врагов, да? Вы очистите свое пространство от людей, с которыми вам не по пути. Это очень просто сделать, мы часто как-то, нам неудобно, вот этот человек нас напрягает, и мы все равно с ним встречаемся. Никто нас не заставляет ни к чему. Это новая знакомая, карта ребенок, новая знакомая появится. А еще карта ребенок может означать мало, просто мало общения с людьми негативными. И очищение себя, своего организма, конечно, это может быть хорошая диета, вам рекомендуется, правильный режим питания, правильный режим дня. А чем человек старше, тем у него должен быть более правильный режим дня на самом деле. Потому что эта организация внутренняя дает тоже организацию ума. Это может быть тоже, кто-то скажет, на такую тему говоришь, мы это и так знаем, но это говорят карты для вас, может, это как раз вами нужно услышать. О чем же еще нужно говорить? Вот эти самые такие мелочи жизненные, они самые важные, от них все зависит. Никакие деньги не могут человеку купить жизнь. А вот понимание мелочей, что для жизни важно, это или в картах, или вот в мудрости такой, которую нужно напомнить вам, видимо, было, поэтому я это сказала, живой канал карт на это указал. Очищение организма, вот метла и сад, и ребенок – это новое отношение к себе, новый выработок своего поведения, что ли. Вот такие дела. Стучит, гремит, на пороге стоит. Что на пороге у вас стоит? Встречи для женщины. Здесь женщина и встречи. На пороге у вас стоит встречи. И еще на пороге стоит разговор с человеком,
ушедшим предкам, да, вот эта карта гроб говорит, ушедший предок хочет с вами выйти на связь. Ой, у меня просто мороз по коже сейчас пошел, я сейчас буду спрашивать, когда выходит карта гроб, и вместе с картой всадник, я вам покажу, может вам будет видно, вот карта гроб вместе с картой всадник, да, это очень мощно, это говорит, что предок хочет выйти с вами на связь и дать вам какой-то совет, поэтому я буду брать дополнительную карту. Что хочет сказать ваш предок? Это карта звезды, представляете, как здорово, да? Предок выходит с вами на связь здесь, да, это тот человек, который жил до вас и в вашем роду, который сейчас с небес, он сидит у престола Всевышнего и смотрит на вас сверху, и хочет вам помочь, хочет вам дать совет. Звезды — это ты будешь популярна, ты будешь успешна, у тебя будет все хорошо, ты будешь счастлива, все твои мечты сбудутся. Замечательно. Это то, что вам говорит ваш предок. Скорее всего, по материнской линии. Здесь вышла карта женщины. Ваш предок по материнской линии, это может быть прапрабабушка, буквально до очень дальнего колена, может быть кто-то, кто хочет вам сказать, что у тебя будет все хорошо. По этому вопросу, который сейчас вас волнует. Вот подумайте сейчас о том, что вас волнует. И как раз по этому вопросу вам четкий ответ. Все будет хорошо, не волнуйся, не переживай. Замечательно. Я обожаю Ленорман. Они такие добрые. Они как добрые друзья, как семья. Знаете. Дальше. Что дверь откроет? Вот мне нравится эта выкладка, что дверь само откроет нашу жизнь. Это очень важно, потому что иногда мы не открываем дверь, потому что боимся, не знаем, что за дверью, да. И вот здесь у нас выходит, смотрите, гора, змея и кольцо. Как эту триаду можно прочесть? По-разному, во-первых, да, есть миллион прочтений триад, и каждый человек в любом случае услышит что-то свое, но я скажу, дверь откроет какие-то знания, потому что змея — это знание, это новое начало, это новое понимание жизни. Всегда в астрологии и в алхимии змея — это новый уровень понимания, это как карта влюбленная второй, да, новый уровень понимания жизни. Это мужская энергетика, это мужская сексуальность, змея часто бывает. Змея может быть как соперница. В данном случае я бы сказала, что может быть у некоторых, не у многих, как соперница, потому что вместе с горой. Вы боитесь соперницу, ну, девочки, но соперница, она для того и есть соперница, чтобы запугать, да, это ее основной мотив жизненный. Человек больной, потому что здоровый человек, он будет любить других людей. Здоровый людей ментально, здоровый человек ментально, психически здоровый, он любит жизнь, он любит себя, он не против других людей, дает им жить их жизнью, не мешает им. Вот, и здесь... Если у вас есть соперница, которая хочет вам поставить преграду между вами и вашей целью, может быть, на работе коллега какая-то недоброжелательная, или в семье какая-то родственница, у которой свой какой-то интерес, она манипулирует вами, вплоть до матери такой может быть. Мать часто это делает неосознательно. К сожалению, есть такая мать, которая никогда даже и не поймет, что она творила, да? Никогда не пробудится от этого сна. То есть, или же соперница, может быть, вы ревнуете своего мужчину, может, вам кажется, что мужчина красивее вас, но это вообще обман полный. Соперники для того и есть, чтобы запугать. И змея, она бывает пугает, если в этом сочетании, я бы сказала, все, что вам расклад советует, карта кольцо. Здесь карта кольцо проходит, как у Папы Римского на пальце кольцо. У меня, кстати, нет сегодня кольца на пальце, у меня очень часто кольца ритуальные. Что такое кольцо? Это обязательство, это обещание. Карта кольцо — обещание. Мужчина вам верный, во-первых, можете не подозревать его, и никакая соперница вам не помеха. Это все байки, сказки, выдумки людей, которые хотят вам сделать больно. Это первое. Нужно верить в свои силы, тогда мужчина никогда в жизни от вас не уйдет. Сильных, добрых, благородных, спокойных, нормальных людей нельзя не любить. Да, вот такая вещь. Я просто читаю живой канал карт, а вы уже как считаете нужным, так его и понимаете. А карта кольцо говорит о обязательствах. Мужчина дал вам обязательства, он их выполнит. Он сделает все, что нужно. Вам нужно довериться. Это обязательство себе, обязательство любить себя, ценить себя, не давать себя унизить. В том смысле не нужно доказывать врагу, что он
дурак. Это и так понятно, правда? Ценить себя – это внутренний стержень, и вам не нужно, чтобы другие люди дали вам подтверждение, что вы ценный человек. Вы сами знаете об этом и спокойно к этому относитесь. Что дверь откроет? Вот это понимание того, что я сказала. Вы начнете понимать вот этот тайный смысл моих слов, что нет соперников. Гора часто, я, кстати, буду теперь давать другой смысл карт. Гора часто это поддержка, защита высших сил, это поддержка вашего рода, и здесь она была открыта. Вам род ваш показал на звезды, что все будет хорошо, и не стоит вам сомневаться ни в чем. Итак, знания, которые вы получите, змея – это знания, дадут вам силу, знание того, что вы ценный человек, а ценнее вас никого нет, это должно быть так. Но там вот такая фишка. Каждый человек ценный сам для себя и для своих близких. Но у других людей они сами ценные для себя, да? То есть, другими словами, ну вот нет понимания, я самая лучшая, мой город самый лучший, там, и моя нация самая лучшая. Нации вообще нет. Если вы сделаете ДНК, вы посмотрите, что это коктейль из разных наций. У каждого человека это есть. Нужно всегда помнить, это пунктик, когда мы говорим, мы лучше других. Это пунктик, это уже ментальное нездоровье. Я самый лучший для себя, этот человек самый лучший для себя. Он живет по своим правилам. Если он меня не трогает, он мне не мешает жить, я не имею права ему говорить, что для него должно быть ценно. То есть в общем пространстве нет самых лучших. Есть такое понятие общее пространство. В нем нет самых лучших. В нем каждый человек должен уважать других и проявляться в этой жизни, свою красоту проявлять, украшать собой мир, по-своему украшать и позволить другим украшать собой мир по-своему. Тогда вы будете счастливы, гарантия, просто гарантия. А для себя вы самый ценный. Если приходит змея и хочет вас двинуть с вашего центра, сказать вам, в чем вы не ценны, в чем вас можно покритиковать, просто этих змей нужно убирать из своей жизни, потому что их заявления, они ничем абсолютно не обоснованы. Вот такая вещь. И карта кольцо здесь оберег, она говорит вам, что дверь-то откроется у вас, понимание того, что я сказала, потому что я читала живые каналы карт, вот сможете ли вы это понять, это уже, конечно, личное дело каждого, и здесь тоже нет осуждения. Кто-то поймет одним образом, кто-то другим. Вот такая вещь. Что дверь откроет, я сразу скажу, еще раз подытожу. Информация какая-то, змея и гора, много информации, а информация теперь это самое дорогое. Да? Информация, о которой вы сами будете делать выводы. Эта информация вам нужна или нет? Теперь нет централизованной информации, вернее еще есть, но уже уходит это время, информация становится более прозрачная, каждый человек получает голые факты и сам решает, что с этими фактами делать, потому что карта кольцо говорит, что вы сами решите, что с этим делать. Ну и что еще откроет дверь? Кольцо – это подарки, просто эта карта означает подарки, подарки судьбы, подарки мужчины, подарки любимых друг другу, это подарки, это очень хорошо. Это то, что вы сами знаете, что для вас важно, вы одели вот это кольцо, как armor of righteousness, вы одели на себя вот эту защиту, что righteousness это означает, что вы знаете, что вы делаете все правильно, вы уверены в себе. И тогда, конечно, ваш путь становится он более такой, знаете, как идти по скале, идти по твердый ground, такой фундамент вашей жизни, это карта гора даст такое понимание. В двух словах еще, судьба готовит подарки кольцо, судьба готовит новое важное знание змея, и судьба дает защиту гора. Ну, вот так в двух словах, если бы можно было в двух словах. Я и так говорю, и в двух словах, и более подробно, кто чему готов услышать. А это то, что сердце успокоит, старинная выкладка, которой я занимаюсь очень давно. И здесь мы видим корабль, перемены, романтика. Сердце успокоит перемены, романтика. Карта сад еще раз вышла, и гармонию внесет то, что вы открыты к переменам. Вы не хотите стоять на месте. На самом деле на месте ничего не может стоять в природе. Это закон физики. В природе не бывает застывшего понимания, ничего, все идет или вперед, или назад. Да?
То есть если мы сознательно не идем вперед, мы бессознательно катимся назад. И карта «Корабль» говорит: не бойтесь перемен, смелые города берут. Так что сердце успокоится, оно как бы покой нам только снится, да, карта «Корабль» говорит. Именно покой вы найдете в том, что каждое мгновение своей жизни вы воспринимаете как новые возможности, не новые препятствия, заметьте, а новые возможности. Как я говорю не раз, на прошлое нужно смотреть через серые или черно-белые очки, без эмоций. Прошлое с эмоциями не нужно, это выброс времени, абсолютно неконструктивно. А на современное нужно смотреть цветными очками и видеть критическое отношение к современности. Да, я критически должна относиться к тому, что я сейчас делаю. Естественно, не к другим людям, заметьте, а к тому, что я сейчас делаю. Критическое отношение к действительности должно быть. А к будущему всегда нужно носить розовые очки. Всегда. Всегда нужно носить розовые очки. Потому что будущее – это поле вероятности. Вероятность, она может быть и хорошая, и плохая. Если мы носим розовые очки, мы на будущее. Мы видим в будущем только поле возможностей. У нас будут самые лучшие возможности. Если мы видим в будущем препятствия, мы будем их видеть. И тогда вам не захочется жить, не захочется будущего. Ну вот это моя такая теория. Дарю. Но не конкурентам, конечно. Конкуренты, делайте свои теории. В конце концов, делайте свой метод развивайте. Это же интересно, когда у всех людей разный метод. И вы знаете, и тогда люди такие нечестные конкуренты, ну я не о себе говорю абсолютно, а вообще о жизни. Потому что так здесь выходит карта сад, это вот именно другие люди. Они понимают, что, ой, я лучше возьму вот это слово этого человека, я не о себе, заметьте. Или так, как он буду делать. На самом деле, потому что не я, а вот такой ненормальный конкурент, он думает, что он не может сделать по-своему талантливо, хорошо, умно. А на самом деле талантливо у всех получается, когда человек делает по-своему. У всех талантливо. У всех талантливо. Я хочу привести пример моего мужа. Да? У него совсем нет слуха. Вот, совсем нет слуха. У меня так себе слух. Ни туда, ни сюда, не очень. Девочки, это нужно. Это просто пример. Да? И интересно, что когда он... Только было пару моментов таких в жизни, я их запомнила на всю жизнь, когда он открыл душу в песне, когда он запел. Мы что-то там сидели вдвоем и разговаривали за жизнь. Он вспомнил свою молодость, свое детство и какую-то песню начал напевать. Вот у меня мороз сейчас идет по коже, когда я вспоминаю этот момент. Это один из самых красивых моментов в моей жизни. Это не тогда, когда пел бельканто какой-то самый гениальный певец современности. Это не самое красивое время моей жизни, когда вот мой муж запел, совершенно не имея слуха, душа просто открылась до самой глубины. Что в этом моменте? Есть талант у него, певческий есть талант. Вот его, собственно, он был priceless. Я об этом хочу сказать, что когда каждый человек позволит себе проявиться и поверит, что вот эта его уникальность, нет эталона красоты, знаний. Сегодня знания, завтра garbage. Понимаете? Нет никакого эталона. Есть вы и есть ваше проявление. Проявление ваше. Талант, именно это то проявление ваше, от которого вы кайфуете. Вот в этом талант, проявление того, в чем вы кайфуете. Сегодня это может быть что-то одно, завтра совсем другое. Но я, конечно, увлеклась, как обычно. Когда я начинаю читать живой канал карт, кто не знает, я ченнелер. Я делаю ченнелинг. Это мой талант. И когда начинает не открываться карта, я целый день могу об этом говорить. И, наверное, у вас есть другие дела. Поэтому я буду закругляться. И хочу сказать, что вышла карта книга, она отвечает на вопрос, чем сердце успокоится. Вот эта информация, знания, которые вы сейчас получаете. Книга – это ваши таланты, это ваши родовые таланты, которые будут проявляться, сад в обществе, и которые принесут вам славу, знаменитость, корабль, принесут вам новые впечатления, принесут новые деньги, новые встречи, в общем, жизнь.
Жизнь будет бить ключом, то есть ключ имеется в виду, что ключевая вода, вода, которая дает необыкновенное питание организму, уму, духу и так далее. Ну вот так в двух словах здесь, девочки, я описала карты так, как они ко мне вышли. Но хочу сказать, что каждый человек, когда будет этот расклад рассматривать в разное время, для себя разное услышит и поймет. Такое чудо именно символики. Символика, она одна для всех, но у каждого понимание свое. Как я уже не раз говорю, купите хлеб в магазине, сделайте анализ медицинский у людей, которые съели этот хлеб. Например, 10 человек съели этот хлеб, и вы увидите, что усвоился этот хлеб у всех 10 человек совершенно по-разному, а вроде тот же самый универсальный хлеб. Или же то же самое причастие, да, говорится, приняли люди причастие, кому-то оно пошло на пользу, а кто пришел со злом, тот же от своего зла и погиб, кому-то и нет. То есть вы понимаете сами, о чем я. С каждым проиграется по-своему, но я знаю точно, что расклад вам поможет. Ну вот мы просмотрели вашу ситуацию, вы просмотрели свою ситуацию. Я вам дала то, что я получила из канала карт, а вы просмотрели свою ситуацию, и вы сделали соответственные выводы. Я вас очень люблю, обожаю, вы для меня большая семья моя. Я знаю, что карты помогут вам жить, и мои расклады тоже, поэтому, когда нужна помощь, приходите ко мне на каналы мои, на расклады, или же, когда нужна беседа с преданным другом в моем лице, обнимашки, виртуальные поцелуи, и я знаю, что мы еще увидимся. Всем добра и любви. До новых встреч, друзья!